Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, по вашим многочисленным просьбам пришло время версусов. Что это такое? Само слово «versus» с латинского языка переводится как «против», то есть дословно «versus battle» – это противостояние, а противостоять у нас сегодня будут дикие красавцы – леопард и ягуар. Ну и начнем мы с минутки истории. Согласно данным генетических исследований, оба вида произошли от общего предка, обитавшего на территории современной Азии и ставшего родоначальником всех крупных кошек. Случилось это около 12 миллионов лет назад. Примерно тогда же дифференцировались львы и тигры. После этого произошло расселение общего для леопардов и ягуаров прародителя по современным ареалам их обитания. Вероятно, около 3,5 миллионов лет назад он смог перебраться по перешейку, который позднее стал дном Берингового пролива в Северную Америку, а затем в Центральную и Южную. После обособления американского континента местная популяция хищников развивалась изолированно, эволюционируя в вид ягуаров. А как же найти отличия между этими двумя очень похожими друг на друга котиками? Как отличить леопарда от ягуара? Самое заметное отличие у ягуара – пятна на шкуре. Они большие, и их, соответственно, меньше, чем у леопарда. Ягуар сам по себе крупнее, но это заметно, если их поставить рядом, что в дикой природе невозможно, ведь ягуар живет в Южной Америке, а леопард в Африке, Азии и на Дальнем Востоке. Леопард имеет тело длиной около 160 сантиметров, масса самцов обычно в пределе 60-75 килограммов. Ягуар же имеет тело до 185 сантиметров. Самцы массой в пределе от 80 до 100 килограммов. Морда леопарда более приплюснутая, а у ягуара она имеет более собачью форму. Голова ягуара массивнее, чем у леопарда, зато у леопарда хвост заметно длиннее, чем у ягуара. Леопард более длинноногий и в целом имеет более изящное строение. Шкура у него обычно тоже более светлая, нежели у ягуара. Так, различать этих двух кисок мы научились. А что же там с поведенческими навыками? Считается, что ягуар агрессивнее леопарда, но это неправда. В конфликт с голыми обезьянами чаще вступает леопард, и, по всей видимости, это связано с агрессивным поведением самого человека. Ягуар очень хорошо плавает, леопарды тоже умеют, но значительно хуже. Кстати, в борьбе за даму сердца леопарды могут вступать в жестокую схватку, чего ягуары не делают, ибо у ягуаров самка сама выбирает себе самца для спаривания. Вот такой вот матриархат по ягуарии. Ягуары – это прекрасные мастера маскировки. Это лесные кошки. Покровительственная окраска позволяет им оставаться практически невидимыми до самого момента нападения. Помимо того, ягуар очень силен. Свою добычу он часто не загрызает, а перешибает хребет одним мощным ударом лапы. Название этого хищника восходит к языку местных индейцев и переводится как «убивающий с одного удара». Африканский же хищный кошак леопард тоже не промах. Он один из самых эффективных добытчиков на земле. Процент удачных охот леопарда доходит до 80%, а адаптивность леопарда просто удивительна. Он может приспособиться практически к любым изменениям
внешних условий и комфортно себя чувствуют как на снежных вершинах, как, например, снежный барсик, так и в пустынях и полупустынях. По способу нападения все кошки похожи, однако я, как обычно, за силу и массу тела. Несмотря на поговорку, что большой шкаф громко падает, его еще надо уронить, хотя ловкость леопарда может сыграть ему на руку. Однако, лично мое мнение, как и в случае с тигром и львом, кстати, посмотрите версус про тигра и льва, его можно найти в плейлисте «Хищники». Так вот, мое мнение в том, что победа за мощью ягуара. Однако у леопарда в этой гипотетической схватке тоже есть шансы, пусть и небольшие. А как вы считаете, чья победа вероятнее всего, ягуара или леопарда? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!